Маломестная камера, или как ее еще называют, тройник. Название кажется безобидным, но суть холодная, как бетонные стены. В обычной камере от 15 до 20 человек, в тройнике всего трое или пятеро на 9 мест. Парадокс? Нет, это система. Меньше людей значит больше контроля. В тройнике легче понять, кто ты. Ты не можешь спрятаться за другими, тебя видно, тебя читают. Это не про комфорт, это про давление. Туда не попадают случайно. Ты или интересен следствию, или интересен администрации. Часто туда первым делом загоняют новичков. Иногда туда сажают с конкретной целью – прописать. Иногда, чтобы просто послушать, что ты бормочешь ночью. Контроль в тройнике – это главное. Ты не можешь затаиться. Здесь все на виду, всегда. Ты как под микроскопом. Сидишь, говоришь, думаешь наедине с собой, но каждый твой взгляд замечен, каждое слово проанализировано. Понты не спасают, молчание тоже не щит. Почему большинство новичков сначала попадают в маломестку? И почему некоторых оттуда не выпускают вовсе? Звучит угрожающе? Так и должно. Друзья, если вы уже в шоке от того, что услышали, поставьте лайк под этим видео. Это очень помогает продвижению и дает понять, что вам важна правда, а не красивые мифы. А в комментариях напишите, что по-вашему страшнее, стены тюрьмы или люди внутри нее. Ответы я обязательно читаю. Продолжаем. Когда слышишь маломестка, сразу кажется, ну трое в камере как-то легче, чем 20. Тишина, порядок, больше воздуха. Но на деле все ровно наоборот. В общаке ты один из многих, а в тройнике под прицелом, постоянно. Каждое твое движение замечают, каждое слово запоминается. Здесь невозможно спрятаться. Слово «тройник» появилось не от балды. Исторически такие камеры проектировались для изоляции. В тройник сажали для контроля, для оперативной работы, для психологического давления. Они всегда были меньше по числу коек, но не всегда по значению. Маломестка – это зона повышенного внимания. Для новичков, для тех, кто на карандаше, для тех, на кого есть интерес. Шконки в маломестке расположены не просто так. Одна ближе к параше, одна у двери, одна у окна. И каждое место может что-то сказать о твоем положении. Внешне ничего необычного. Обычная камера, маленькая, холодная, бетонные стены, решетка, старая мебель, иногда телевизор, но чаще просто глухота. Но в этом молчании напряжение, как струна, потому что ты не знаешь, эти двое рядом с тобой такие же, как ты, или играют роль, пока ты раскрываешься. Тут все может быть фальшивкой, даже дружелюбный голос, даже сигарета, протянутая без слов. Теоретически маломестная камера может быть на 6, 9 и даже 12 человек. Формально 9 коек, но по факту занято только 3 или 5. Это не перегрузка, как в общих камерах. Это выбор. Сознательная недозаполняемость. Чтобы каждый новый входящий не потерялся в толпе, а оказался на виду. Один против двух. Как под прицелом, как под микроскопом. Маломестка – это не просто место содержания, это инструмент давления. Судите сами. В общаке можно затеряться, отмолчаться. Спать весь день. В тройнике невозможно. Здесь не шумят, здесь слушают. Тебя втягивают в разговор. Задают вопросы, провоцируют. Просто наблюдают молча. Это даже хуже. Тебя тестируют на вшивость, проверяют реакцию, когда ты думаешь, что никто не смотрит. Слушают, как ты разговариваешь во сне и записывают в голове или на бумаге. Ты не выбираешь, куда попадешь. Ты не покупаешь билет, но система выбирает за тебя. Если ты оказался в маломестке, значит ты кому-то понадобился. Неважно, виновен ты или нет. Важно, что ты интересен. Местами даже слишком. 3 основные причины. Первая – это профессиональный интерес. Опера не любят терять нити. Ты сидишь, но может что-то не раскрыл. Может есть эпизоды, которые ты забыл упомянуть. Может кто-то на воле до сих пор живет спокойно, пока ты молчишь. Маломестка идеальна для проработки. Здесь можно незаметно поставить рядом человека, который будет вести тебя, шаг за шагом, в нужном направлении. Вторая причина – финансовый интерес. Ты из семьи со связями. Родители не последние люди. Бизнес, квартира, машина, значит есть чем платить. В тройнике с тобой будут те, кто умеет разговаривать. Кто сначала посочувствует, а потом подскажет, а потом аккуратно намекнет. Есть варианты, но за варианты надо понимать. Дальше все просто. Если у тебя есть ресурсы, у тебя есть выход. Если нет, ты будешь прессоваться морально, пока не сломаешься. Третья причина смешанная, самая тонкая. Ты вроде бы никто, но о тебе слишком мало известно. Не судим, не замечен. Но что-то в тебе не так, логика не сходится, даты не бьются, слова неубедительны, ты странный. Значит, тебя надо проверить глубже. Теперь важный момент. Маломестка часто это продолжение допросной. Только здесь никто не задает вопросов напрямую. Вместо лампы в лицо дружелюбный голос соседа. Опера подсовывают тебе подсадного.
Иногда даже двух. Один играет роль простого, другой наоборот прошаренного. Один молчит, а второй расспрашивает. Паузы, взгляды, намеки. Ты думаешь, просто разговор. А потом твои слова появляются в протоколе. Бывают случаи, когда тебя не допросили официально, но уже знают о тебе все. Почему? Потому что ты проговорился в тройнике. Ты назвал имя, сказал адрес, слил не осознавая. Маломестская – это ловушка доверия. Здесь не бьют, здесь слушают и очень внимательно. Теперь главный вопрос. Те, с кем ты сидишь, они кто? Простые зэки или актеры спектакля, где ты даже не знал, что ты зритель? Иногда рецидивист оказывается с двумя несудимыми. Случайность? Вряд ли. Иногда молодому попадает сосед, который знает слишком много, который говорит, будто давно знаком с твоим делом. Такая подсадка может быть настолько искусной, что ты сам начнешь верить в ее искренность. И вот ты сидишь, первый день, второй, третий. Считается, если в течение 5 суток тебя не перевели в общак, значит с тобой работают. Могут не трогать, могут не спрашивать, могут просто ждать. Иногда маломестка – это тест. Проверка на устойчивость, на логику, на самоконтроль. А если тебя не выкинули в общую через 5 дней, значит ли это, что ты стал объектом интереса на куда более высоком уровне? И если это так, готов ли ты к игре, где ставка твоя свобода? Ты стоишь у двери. В руках матрас, пластиковый пакет, возможно, миска. Надзиратель что-то бурчит за спиной, но ты его уже не слышишь. Перед глазами дверной глазок, решетка, 3 болта. Где-то внутри шорох. Кто-то ждет, кто-то молчит, и ты понимаешь, сейчас начнется игра. Неофициальная, без правил, но проигрыш здесь. Это не просто неудобство, это клеймо. Ты зашел, осмотрелся. 2 или 3 человек в камере. Один молчит, другой говорит. Но один из них не просто сидит, он наблюдает. Это и есть руль. Он может лежать у окна, может у стола. Он может почти не говорить, но ты сразу чувствуешь, он не случайный. А внутри тройника не бывает хаоса. Здесь порядок. И тот, кто его держит, рулит камерой. Руль – это не надзиратель и не староста. У него нет документа, никто его не назначал официально. Но все в камере это признают, даже молча. Это не обязательно самый старший по возрасту, не тот, кто больше всех сидел. Это тот, кто управляет обстановкой, понимает настроение, читает людей, контролирует разговор, может остановить конфликт одним взглядом. Но в любом случае руль – это молчаливая власть, без крика, без кулаков, просто человек, к которому прислушиваются. Он может говорить мало, но каждое его слово как команда. Он не вмешивается в разговоры напрямую. Но как только ситуация выходит за рамки, он смотрит. Или кашляет. Этого хватает. Он центр гравитации камеры. И даже если ты этого не понял с первого взгляда, через день ты это почувствуешь. Если руль вдруг начинает слишком много говорить, это тревожный знак, потому что в тройнике власть всегда молчит. А когда она заговорила, значит времени у тебя осталось немного. На бумаге все ясно. Камера рассчитана на 9 человек, значит должно быть 9 коек. Но ты заходишь и видишь 3 или 5. В лучшем случае 6. Остальные шконки пустуют. Почему? Это не гуманизм, не забота о комфорте. И точно не перенаселение в других корпусах. Причина намного глубже. Формально все выглядит правильно. Следственные изоляторы имеют право создавать условия для временной изоляции. Например, чтобы отделить подозреваемого от свидетелей. Или разделить несовместимых по делам. Официально маломестные камеры нужны для работы с определенными категориями задержанных. Да, звучит логично, но на практике это стало удобной ширмой, за которой прячется совсем другая цель. Самая распространенная неофициальная цель – проработка. Ты попадаешь в тройник не потому, что так мало мест, а потому что так надо. Тебя нужно расспросить, вытянуть из тебя информацию, посмотреть на твое поведение без отвлекающих факторов. 1 на 1 с камерой. 2 старых уже давно знают, как себя вести. Ты под наблюдением. В этом смысле тройник – это не просто изолятор, это лаборатория поведения. Но есть и вторая причина, те, которые официальные лица предпочитают не озвучивать – это рынок. Маломестные камеры часто становятся зоной платного содержания. Тихий сосед, доступ к телевизору, никто не мешает спать, ты в изоляции от давки, от запаха, от давления толпы. И если у тебя есть деньги, ты можешь устроиться. Обычно работает все просто. Родственники передают деньги через доверенное лицо, и чудом ты оказываешься в хорошем тройнике, где тебя не прессуют, где все чинно, где даже еда бывает получше. В этой среде не говорится прямо, никто не озвучивает цену за удобство. Но ты быстро слышишь странное выражение: решить вопрос, поговорить с начальством, уделить внимание. Каждая из них имеет ценник, каждая о сделке. Так система адаптировалась. Научилась делать деньги на пустых шконках.
И что хуже всего, это стало нормой. А что будет, если у тебя нет денег на уделение внимания? Если ты не платишь, но все равно остался в тройнике, значит ли это, что интерес к тебе совсем другого рода? И значит ли это, что за тобой уже идут не за деньгами, а за чем-то куда более ценным? Первые часы самое важное. Сразу после захода ты начинаешь писать свою невидимую биографию в глазах других. Не словами, а жестами, не фактами, а реакциями на мелочи. Как ты держишь чайник, как отвечаешь, когда тебе резко говорят. Как ведешь себя, когда остаешься наедине с собой. Первый день – это экзамен без права на пересдачу. Есть два типа людей, которые быстро ломаются. Те, кто пытаются всех задобрить, и те, кто замыкается в себе. Оба становятся мишенью, потому что камера – это социальная клетка, где выживает не сильнейший, а самоустойчивый. Твоя задача – сформировать нейтральную маску. Ни герой, ни жертва, ни шутник. Ты обычный, но внимательный. Ты не врываешься в разговоры, но не отмалчиваешься. Ты не проявляешь интереса к чужим делам, но и не выглядишь равнодушным. Это тонкая грань, но именно она определит, ты свой или ты чужой. Частая ошибка новичков говорит слишком много. О прошлом, о семье, о планах. Тебя слушают внимательно, не для сочувствия, а чтобы понять, где у тебя слабое место и где можно нажать. Маломестка – это не место для душевных разговоров. Здесь любое откровение может быть обращено против тебя. Даже фраза, сказанная в шутку, может стать твоей ярлыковой биркой. Теперь ты понимаешь, Маломестка – это не просто маленькая камера. Это инструмент системы, невидимая лаборатория, где людей не просто содержат, а формируют, ломают, читают и анализируют. Здесь не нужны камеры видеонаблюдения, здесь есть глаза соседей. Здесь не нужны микрофоны, потому что каждый твой вздох слышится живьем. Маломестка – это зеркало. Ты смотришь в него и видишь, кто ты есть на самом деле. Без понтов, без друзей, без телефона, без лайков. Ты такой, какой ты остаешься в тишине, когда от тебя ничего не требуют, но все наблюдают. Здесь не нужно тебя ломать. Ты либо сгибаешься сам, либо становишься тверже. Это испытание не болью, а тишиной, не криком, а паузами между фразами. Запомни главное правило тройника. Никто тебе не враг, но и никто не друг. И если ты пытаешься стать кем-то настоящим, тебя либо съедят, либо используют. Маломестка не любит честности. Она уважает контроль, точность и спокойствие. Умение держать лицо, даже когда тебя душит страх. Здесь тебя не ударят первым. Здесь тебя подведут к грани. И посмотрят, упадешь ли ты сам. Ты не услышишь обвинений, но однажды заметишь, что тебе перестали смотреть в глаза, и поймешь, что-то сломалось. Потому что в тройнике главное не стать лишним. Лишних не бьют, их просто отодвигают в угол, они становятся ненужными. И помни, каждый в тройнике играет свою роль. Главное не стать статистом в чужом спектакле, потому что если ты не управляешь ситуацией, значит ситуация управляет тобой. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.